Всем привет! Ну что, праздники подходят к концу, это значит что? Правильно, в кино начинают появляться крупные новинки, и одной из таких является «Стекло» от мистера «Вот это поворот» М. Найта Шьямалана. И, к сожалению, с этим фильмом не все так однозначно, как хотелось бы, поэтому давайте о нем поговорим. Поехали! Моя специализация – пациенты, которые считают себя супергероями. Мне тут не место. Дэвид Дан, вы считаете себя необычайно сильным. Но есть люди, которые сильнее вас. Кевин Вендел Крамп, вы верите, что в вашем теле заключено 20 душ? Зови меня Норм. Да, брат, зашибись! Множество людей пострадает. Не делай этого. Ты сможешь убедить мир, что мы существуем. Скажи, ты готов? Вот здесь ты был бы нарисован с большими глазами и пузырьками смятения над головой. Ну, начнем с того, что я не очень сильно люблю М. Найт Шьямалана, как минимум за то, что он просто уничтожил Аватара Повелителя Стихий, или за его заявление, что когда дьявол рядом, тост падает джемом вниз. Смотрите. Что ты делаешь? Когда он рядом, все идет не так. Тосты падают намазанной стороной. Часто с ним такое? Прошу вас, извините. А его фильм «Визит» я вообще считаю одним из худших фильмов, которые я когда-либо смотрел. Долгое время я просто не понимал, почему Шьямалану все еще доверяют какие-либо проекты и именитых актеров. Его фильмы по большей части это сборник интересных идей, потенциал которых не реализуется. Вот серьезно, когда я смотрю трейлер его нового проекта, я всегда такой, а это вообще-то интересная идея, ну посмотрим, как ты ее испортишь. Но так было до фильма «Сплит» с Джеймсом Макэвоем в главной роли. Картина рассказывала нам про человека с множественным расстройством личности и отлично показывала всю тяжесть этой болезни. Добавим сюда интересный сюжет и великолепную игру Макэвоя, и в итоге получим хороший фильм. И все бы хорошо, но тут в финале ты понимаешь, что эта картина связана с другой работой Шьямалана, а именно с фильмом «Неуязвимые» 2000 года. Да, оказывается, что жуткий триллер про человека с психологическим расстройством — это лишь часть супергеройской киновселенной Шьямалана. О, какой поворот! Фильм «Стекло» — это, можно сказать, третья часть франшизы, которая объединяет две прошлых картины. По сути, это продолжение истории Кевина Крамба из «Сплита» и Дэвида Дана из «Неуязвимого». Так что обязательно перед походом в кино посмотрите эти два фильма. Без них понять, что происходит, будет сложновато. Основной идеей этих картин является реалистичный подход к супергероике. То, что люди со способностями ходят среди нас. И не обязательно иметь возможность стрелять лазерами из глаз или летать. Суперсилы в фильмах показаны весьма приземленно, а герои не носят трико или костюмы. Это очень интересный взгляд на вещи, и фильм «Стекло» его хорошо дополняет. По сюжету наши герои оказываются в психбольнице, где им пытаются доказать, что все их силы — это лишь плод воображения, что на самом деле они никакие не герои, а просто люди с ментальными проблемами. И это на самом деле очень крутая идея, которая ставит под сомнение все, что ты знал о персонажах до этого. За развитием сюжета интересно наблюдать, и чем все закончится, наверняка сказать нельзя. Этому помогают интересные персонажи, которые достались внушительному актерскому составу. Тут и Брюс Уиллис, Сэмюэль Л. Джексон и Джеймс Макэвой в конце концов. Последнего хочется выделить отдельно. Он также прекрасен, как и в «Сплите». Его актерская игра действительно впечатляет. Воплотить множество личностей и заставить зрителя поверить, что это действительно разные люди — это талант. Картинка тоже приятная, и к визуальной составляющей претензий нет. Красивые планы, интересные кадры и хороший цветокор. Разве что можно придраться к баку с водой. Да, вы не ослышались, в фильме про супергероев на компьютере плохо нарисовали огромный бак с водой. Я не знаю, как так вышло, и может быть это у меня проблемы со зрением, но бачок не настоящий, и это видно. Ярик, вылазь! Бачок потик, текай! Экшн-сцены сняты с минимальным количеством компьютерной графики в угоду реализму. Но мне они показались абсолютно не динамичными. Они медленные, спокойные и лишены напряжения. Да, герои вроде реалистичные, и кунг-фу знает не каждый, но за их схватками скучно наблюдать. Да и неинтересно, кто же окажется победителем. Ну и разумеется, ну вот как же без этого? Ну быть такого не может. В игру, конечно же, вступает фактор Шьямалана. Вот это
это поворот! Интересные идеи и концепты не докручены. В финале ты чувствуешь какую-то недосказанность. Персонажи совершают нелогичные поступки и говорят глупые вещи. Диалоги в фильме, да и в целом весь фильм — это американские горки. Сначала вроде все логично и круто, потом какая-то дичь. Фильм начинает постепенно из нее выруливать, и потом снова опля, и охранник специального крыла психбольницы не узнает двух заключенных и выпускает их, хотя в этом крыле всего 3 человека. И вот так постоянно. Интересный диалог сменяет глупый, за глупым идет интересный и так далее. Также фильм просто сыплет в тебя экспозицией, даже в тех местах, где это абсолютно не нужно. Я уже молчу про то, что второстепенные персонажи узнают некоторую информацию о главном злодее и понимают его план из-за комиксов. И в одно и то же время они приезжают в лечебницу. Как удобно. Комиксы — это вообще отдельная тема. Я так и не понял, то ли Шьямалан своим фильмом хочет высмеять жанровые клише и всю супергероику, то ли наоборот он считает, что он первый, кто понял все ее грехи. Персонажи постоянно говорят о комиксах, и все главные сюжетные ходы тоже объясняются комиксами. Все это приводит к глупым, неестественным диалогам, которые притянуты за уши. Да боже мой, в фильме комиксы чуть ли не приравнивают к святому писанию. Ну как так-то, а? В итоге получается мешанина из интересных идей и интересных актерских работ, глупых диалогов и нелогичных поступков. У Шьямалана была возможность создать поистине выдающийся супергеройский триллер, но что-то пошло не так. Хотя допили ты диалоги, убери лишнюю экспозицию и добавь динамики, все могло быть иначе. Но имеем то, что имеем, а именно весьма неоднозначный фильм, который оставляет тебя в смешанных чувствах. Да, он дает пищу для размышлений и не является полным провалом, но и хорошим его тоже сложно назвать. Однако я все же считаю, что его стоит посмотреть, как минимум, если вы устали от нынешней супергеройки и хотите чего-то нового. Ну и разумеется, на сеанс стоит идти ради актерской игры Джеймса Макэвоя. Если вам понравился «Сплит», я думаю, этой картине тоже есть чем вас заинтересовать. Но это мое мнение и мои выводы. Если вы со мной не согласны и уже видели фильм, то делитесь своими впечатлениями в комментариях. А у меня на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь и, конечно же, нажимайте на колокольчик. Также можете посмотреть прошлые выпуски «Посмотрено», где я делал обзор на фильмы «Путь домой» и «Игру памяти». В общем, увидимся. Пока.